Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Русториес. С вами снова Андрей с новым рассказом. Итак, поехали. Уже через 3 дня после нападения Японии на Пёрл-Харбор руководители компании Lockheed Martin собрались на авиазаводе в Бербанке, штат Калифорния. Речь шла об увеличении производства самолетов и методах сокрытия завода от воздушной разведки противника. Именно тогда и было принято решение о глобальной маскировке предприятия постройкой над ним целого маленького города, который с высоты полета выглядел бы как обычный американский пригород. Операция получила название «Камуфляж», а руководить ею было поручено полковнику Джону Омеру. Еще до вступления США во Вторую мировую войну полковник Омер был автором идеи маскировки и сокрытия больших военных объектов. Впервые эти идеи были применены в Британии в 1940 году. Однако в самих Соединенных Штатах предложения Омера не воспринимались всерьез. До бомбежки Пёрл-Харбора многие американцы просто не верили, что война может прийти на их территорию. Получив заказ на сокрытие целого авиазавода, Омер тут же принялся за его реализацию. Он пригласил себе в помощь известных дизайнеров, художников, арт-директоров, аниматоров, плотников, экспертов по освещению и продюсеров из практически всех студий Голливуда. Лучшие специалисты Метро-Голдвин-Майер, Disney Studios, 20th Century Fox, Paramount и Universal Pictures начали работать на войну. Уже в начале 1942 года завод в Бербанке будто бы куда-то исчез, а на его месте появились дома и улицы, зеленые насаждения в виде клумб, приусадебных участков и скверов. Здесь была даже создана иллюзия полей с высаженной на них люцерной. Сами строения завода покрасили в зеленый цвет и растянули над ними маскировочную сеть, чтобы она имитировала траву. Большой участок территории и сам поддельный городок густо утыкали искусственными деревьями и кустарниками. Их сделали из проволоки, к которой с помощью клея прикрепили куриные перья, окрашенные в цвет листвы. С воздуха эта растительность выглядела очень убедительно. На самой территории авиазавода создали подземную сеть дорожек и складов со сложной системой вентиляции. Наземные воздуховоды спрятали под видом гидрантов. Появились бомбоубежища и резервное жилье для рабочих. Были установлены зенитные орудия, готовые в нужный момент защитить завод от нападения врага.
Чуть поодаль, на границах искусственного города, создали такой же игрушечный аэродром, где с помощью ящиков и мешковины, натянутой на проволоку, построили несколько стоящих на земле самолетов. Пока рабочие военного предприятия массово выпускали летающие крепости, лучшие на то время бомбардировщики, специальные люди оставляли во дворах искусственных домов детские велосипеды, прогуливались парами по улицам, вывешивали на просушку постиранное белье и передвигали по проезжей части пластиковые и деревянные автомобили. Возможный шпион увидел бы картину обычной жизни провинциального городка. После завершения всей камуфляжной операции по сокрытию завода в Бирбанке Омер поднялся в небо на высоту 1,5 километров, чтобы посмотреть на результаты своей деятельности. Он пригласил на борт самолета нескольких экспертов и генерала департамента военной разведки. Их задачей было найти авиазавод, но никто из участников этого мероприятия так и не сумел определить место дислокации военного объекта. Сверху все это выглядело как обыкновенный пригород Лос-Анджелеса. Можно сказать, что Омеру удалось создать целый город, не строя его в традиционном смысле этого слова. На сегодняшний день маскировочная операция «Камуфляж» признана одной из самых крупных и успешных в истории войн. После нее полковник Омер также великолепно скрыл от нежелательных взглядов 26-акровую территорию авиазавода «Боинг» в Сиэтле. Вот такая удивительная история, друзья. Как всегда, буду очень рад вашим отзывам и комментариям. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!